либеральные демократические ценности уже отсутствуют на Западе. Не потому, что их там никогда не было, они были. Они на самом деле были, но их уже нет. Сегодня, вот последние полгода, просто неожиданно идет консолидация России вокруг президента, которого пытаются демонизировать. Ну, все же последние на наших глазах, все разрушения стран начинались от демонизации их лидеров. Демонизировали Каддафи, потом уничтожили Ливию. Демонизировали Хусейна, Саддама, да? Потом оговорили и уничтожили Ирак. И уже навсегда уничтожили, уже не будет Ирака. Югославию ее даже не надо было демонизировать. Изначально посеяли семена ненависти, лжи, национализма, и все закончилось. А сегодня пытаются демонизировать президента российского. По тем же самым причинам. Кто был хороший президент? Горбачев. Горби, Горби, Горби. Давай разваливай страну. Кто еще был? Ну, хороший президент. Ну, вот это с нашим другом Биллом. Пьяница, не очень умный, не очень способный. Кто тоже хороший президент? Когда все шло в тартарары, вся страна, весь народ. Вот это хороший президент. А когда она поднимается, это плохой президент. Это так просто. И находятся люди, дураки, внутри России. Посмотрите, украинские боты, миллионы украинских ботов проклинают Путина, оскорбляют, проклинают, демонизируют. Вся западная пропаганда, от самых простых писак до президентов американских, французских и немецких, демонизирует Путина. Путин это ужас, Путин это страх, Путин это опасность для России. Все из-за Путина. Сейчас всех друзей накажем, чтобы они отвернулись от Путина. Такие дураки, вообще тоже дураки. Мы еще недавно орали свободная пресса вот на Западе, а у нас это Компартия, вот эта газета «Правда», этот главлит и цензура. Обратите внимание на свободную прессу. Вы вообще понимаете, что такое свободная пресса? Где нигде ни один человек не упоминает о бомбежках Луганска и Донецка, об убитых женщинах, детях, стариков, то, что их жгут там, их скоро напалмом начнут там жечь. То, что происходит, нигде в западной прессе этого нету. Какие-то кусочки стали прорываться, ну, чтобы такой допинг дать. Допинг читателю. И там нет хороших намерений. И не может быть по определению. Какая свобода? Ты полностью зависим. В Союзе ты был зависим от... Где-нибудь в Москве, в Днепре, вечернем нельзя было написать заголовок «Брежнев дурак». Да что это такое? Это где же свобода? А здесь что можно написать? Большое заблуждение. Здесь требуется еще большая лояльность в миллион раз. Предпринимателю, хозяину требуется лояльность на любой работе, включая работу в прессе. Намного большую требует лояльность хозяин, чем компартия там, или начальник завода и парохода в Советском Союзе требовал от рабочего. Вот это свободная пресса. Ее не существует. Проклинают последними словами Укр-ТВ, последними словами. Они не против русского народа, они против Путина, это называется. По словам Путина они имеют в виду всю Россию и весь народ под словом Путин. Такой фиговый листочек, прикрывающий ненависть ко всей России, ко всему народу. И когда говорят «Путин», с Гитлером сравнивают мерзавцы. Еще мало какие-нибудь боты в интернете. Нет. Публично государственные деятели западные, мерзавцы. Они же доходят до полного безумия. Это же свора шакалов. Они уже даже на самом высоком уровне не бота в интернете. Ну, боты, это понятно. А этот бот уже в 3D он выходит перед микрофоном в облике государственного деятеля.
И говорит, Путин сбил самолет. Вот просто сидит и сбивает самолеты. Когда они говорят, Путин плохой, они прикрывают ненависть к России и ко всему народу. Потому что никто за последние послесталинские годы никто не сделал столько для государства, сколько он. Настолько эффективно. Никто не задает будущее народу и государству так, как он. Нет второго, нет альтернативы. Он и все. Это только наша личность в истории. У них ничего не решает сегодня Барак Обама, завтра Обама Барак. Никакой разницы не будет. Один глупец сменит другого. Это собрание противоречивых сил, интересов. Это коллективное управление. А у нас все-таки вертикаль. И продолжает зависеть от личности, которая наверху. У них личность ничего не решает, а у нас еще решает. Раскритиковать можно кого угодно. Они пытаются разделить, отделить эффективного, уникального по своей эффективности президента государства от народа. Натравить. Для чего? Чтобы разрушить. Чтобы уничтожить государство российское. Еще впереди битвы за Арктику. Только впереди это формируется. 50 стран претендуют на русскую Арктику. Конкретно. То есть, если мы говорим по тем принципам, по которым всегда определяется территория, что это естественные шельфы и так далее, то это российская, в основном российская. Но 50 стран претендуют на Арктику. Можете себе только представить. Уже мы имеем 50 стран, которые заранее ненавидят Россию. Только намечаются карты будущих сражений. Поэтому лучше не иметь глобальную Россию. Лучше иметь горящий Донецк, горящий Луганск по всей территории России. С чего, кто гарантом является России? Сегодня это Путин, без альтернативы. Никаких оппозиций. Сегодня полгода уже как собираются люди вокруг президента, его рейтинги растут, и все консолидируется, даже те, кто вчера были его критики. Вот это вот надо увидеть, надо это понять, надо это учесть. И постоянная идея, что как это нельзя ругать. Наоборот, я человек высокой культуры, я ругаюсь на Россию, участвую в демонизации нашего президента, это хороший тон. Это глубокое заблуждение. Сегодня мир только выходит на пик борьбы, глобальной войны, цивилизации российской и цивилизации западной. Никаких оппозиций не может быть сегодня. Это большая глупость. Надо понять, что вопрос не стоит не потому, что мне не додали пенсии, не додали уважения, авторитета. Вопрос стоит не о моем частном выживании, а о выживании вида, выживании народа и государства. В этом стоит вопрос, который требует максимальной консолидации, пассионарности народа в государстве.